Всем привет, друзья! Здравейте, приятели! Шалом! Дима Даниэль, снова Скалско, снова Болгария. Друзья, 10 сентября 2024 года. Могу делать стримы на улице, потому что жара отпустила. Жара отпустила прекрасная. Прекрасная осенняя, еще осенне-летняя погода. Еще 24 градуса на улице, но уже можно прекрасно, спокойно дышать. Не бояться вот этого дикого пекла, хотя я еще предполагаю, что жара нас не покинула. Будут еще очень жаркие денечки, но ждем дожди. Ждем в Болгарии, ребята, дожди. В общем-то, как обычно, позитив, улыбка, хорошее настроение. Снова с вами Дима Даниэль. Ребята, актуальная тема, которую, естественно, очень много людей ее волнует. На каком языке вообще мы все говорим в Болгарии? Вообще, один из критериев переезда в эту прекрасную страну, конечно же, был то, что здесь нас, русскоязычных граждан, все всегда поймут. Кто-то волнуется, может быть, не понимают, а как мы сюда приедем, на каком языке мы здесь будем разговаривать. Друзья мои, я вам сразу скажу, отбросьте вот эти свои такие мысли. Нас здесь все понимают. Что значит нас, ребята, чтобы мы понимали? Русский язык в Болгарии, он присутствует, его понимают очень многие люди. И да мы все русскоязычные. Неважно, откуда мы приехали, неважно, какого мы вероисповедания, говорим мы по-русски. Вот. И если я приехал из Израиля и уехал в 20 лет из Советского Союза, сейчас мне 56 лет, ну, я думаю, вы, наверное, видите мой прекрасный, хороший, красивый, грамотный русский язык. Спасибо папе и маме. Я очень хорошо учился в школе, не по всем специальностям, поэтому по-русски говорю я замечательно. Моя супруга Светочка тоже говорит по-русски. Наши дети, которые родились в Израиле, они тоже не очень хотят, но говорят по-русски, потому что мы их всех заставляем говорить на этом языке. Почему? Не то, что заставляем, ребят, я всегда считал, что любое наличие дополнительного языка – это только плюс, это не может быть минус. Вычеркнуть этот язык из нашей жизни – это просто невозможно. Все общение у нас происходит дома на русском. Естественно, мы вставляем ивритские слова. Ну, прожили 33 года в Израиле, ребята, конечно. Но мы очень хотим, чтобы наши дети и наш внук говорил по-русски, потому что всегда наличие любого языка – это только дополнение и плюс в интеллектуальном плане. В Болгарии мы все русские, друзья, неважно, откуда мы приехали. Когда я разговариваю с болгарином, он говорит: а ты приехал, ты русский? Я говорю: нет, я не русский, я приехал из Израиля. Да ну ты все равно русский. И вот такое четкое понятие у болгар: все, кто говорит на русском языке, они русские, неважно, Украина, Германия, США, Канада, Америка, Финляндия, откуда бы вы ни приехали, говорите по-русски, все, вы русский человек. Плохо это или хорошо? Ребят, я сейчас в политику вообще входить не буду. Я говорю о нашем родном языке. Наш родной язык – это русский язык, и это не перечеркнуть, и здесь даже не обсуждается. В Болгарии очень много людей понимают русский язык. Особенно это люди, которые уже не молодые, которые еще жили в Болгарии, когда в Болгарии в школе был обязательный русский язык, они учили, они понимают, они помнят. Нужно ли им сейчас на этом языке говорить? Абсолютно не нужно. И когда я встречаюсь с болгарами, они даже радуются, они улыбаются, потому что у них есть возможность вспомнить этот язык. И меня все понимают, и нас все понимают. Есть огромное количество людей, вот я знаю лично, которым очень тяжело переходить языковые барьеры. Человек попадает в другую страну, где говорят на другом языке. И он начинает как-то... Ну, есть такие люди. Я к этой категории не отношусь. Мне вообще без разницы, куда меня забросят. Я могу говорить не хорошо, но на многих языках. Во Франции я там говорю немножко по-французски. Поеду в Америку, буду говорить немножко по-английски, несколько немецких слов и по разным языкам. Самое главное, что я могу считать на 8 языках. Поэтому мне на самом деле намного все проще. В Болгарии вас все поймут. Отбросьте, пожалуйста, вот эти сомнения. Если вы сюда переезжаете и боитесь, что поначалу ваш труд, ваш путь переезда будет очень сложный, вас не будут понимать. Ребята, нет, все будет хорошо, я сразу вам говорю, не переживайте. В Болгарии кириллица, в Болгарии все надписи везде на очень более понятном языке. Намного проще понимать, когда вы читаете надпись, и вы ее полностью понимаете.
Замечательно, замечательно. По-болгарски замечательно — это страхотно. Мое любимое болгарское слово. Страхотно. Ребята вас везде поймут. И даже если вас не поймут, вас поймут все равно, потому что всегда можно показать руками, можно тыкнуть пальцем, можно объясниться. И здесь намного проще, чем в любой стране, где вообще нет русского языка. Ну вот как, например, в Германии или в Венгрии справиться человеку, который не говорит на немецком или венгерском языке? Да вообще никак. Это очень сложно. Языки тяжелые, языки новые. Извините. А здесь, в Болгарии, все в этом плане, все страхотно, замечательно. Вы сошли с аэропорта и сразу, ой, знакомые надписи, ой, знакомые слова. И сразу становится так душевней, проще и хорошо. А потом начинается, ребята, спокойный быт. Вы ходите в магазины, вы ходите в кафе, вы ездите, не знаю, в такси. Благо бюрократической системе нам, релокантам, переселенцам, здесь особо с этим сталкиваться не надо, потому что вот там, ребята, уже нужно хорошо, прекрасно знать настоящий болгарский язык, и там клерки не захотят вас понимать во многих крупных городах. Вот здесь начинаются некоторые проблемы, но как с этой проблемой справиться, ребята? А справиться с этой проблемой очень просто. Тогда учите болгарский. Потому что это обязательный критерий переезда в любую страну. Неважно, куда вы переехали. Но прежде всего нужно, конечно, учить язык той страны, куда вы приехали. Вне зависимости, понимают ли вас на вашем языке. Но это вообще самое главное правило. Поэтому, если вы едете в Болгарию, ну не поленитесь поучить болгарские слова. Это несложно. На определенном начальном уровне переводчик, Google переводчик. Конечно, здесь, как я и сказал, вас везде будут понимать. Очень часто болгары хотят со мной говорить по-русски, а я ему говорю: друзья, давайте говорить по-болгарски, потому что русский я и так хорошо знаю. Учите меня вашему языку. И всегда это встречает, вы знаете, такое приятное ощущение. Все-таки, ребята, мы приехали в Болгарию, эта страна для нас чужая, мы здесь гости, никогда это забывать не нужно. А в гостях нужно всегда вести как гость и давать уважение тому, кто нас принимает. И не стремиться не учить этот язык. А в остальном все везде просто. Вы приходите в кафе, открываете меню, читаете. Самое главное, выучите определенное количество слов. А давайте поговорим в отношении болгар к русскоязычным. Вот сейчас существуют некоторые сомнения, видите, в мире что такое творится, идет война в Украине, идет война в Израиле, мир вообще катится непонятно куда, а болгары очень хорошо относятся к русскоязычным. Честно сказать вам, ребята, я ни разу, мы живем уже с моей дорогой супругой, здесь 2 года и 3 месяца, завтра исполнится, ни разу здесь я не увидел какой-то кривой взгляд, какую-то злобу, только потому, что мы говорим по-русски. Наоборот, в магазине, в кассе, услышав, что мы говорим с супругой на русском языке: ой, а вы откуда? А вы с Украины? А вы с России? Говорят: а мы с Израиля. С Израиля? Не, вы не с Израиля, вы русские. Я говорю: нет, мы не русские, я не русский, Светочка русская, но говорим мы по-русски. Все равно вы русские, ура! Вот так. Здорово, страхотно, замечательно. Болгары очень хорошо относятся к русскоязычным людям, вне зависимости, откуда они приехали. Русскоязычные приезжают с России, Украины, Израиля и других стран, из Германии. Поэтому здесь не нужно много чего путать, не нужно бояться. Ребята, самый лучший подход в любом разговоре, в отношениях с любым человеком, начинайте просто разговор всегда с улыбки. С улыбки, и вот тогда к вам будут относиться вообще везде хорошо. Не встречал плохого отношения. Никогда человек не отворачивал голову, когда я что-то не понимал и хотел его спросить по-русски. Никогда. Всегда объясняли. Даже если человек не понимает абсолютно. Как я и сказал, болгары уже в возрасте все понимают суть, они везде поймут на русском языке. И всегда, поэтому нам абсолютно легко. Вот, а особенно вот центральная северная Болгария здесь, Габрово, город, в котором, ребята, в Габрово на улице, среди большого количества людей, я вообще не слышу русскую речь. Потому что это город без туристов. Я не слышу украинскую речь. Я редко слышу английскую речь. Болгарский язык.
нас везде понимают, все хорошо. Учу ли я болгарский язык? Конечно, мы учим, как я много раз говорил, я всем рекомендую обязательно учить болгарский язык. Поставьте себе дома болгарское телевидение, слушайте новости. Читать намного проще, всегда читать легче, чем понимать. И, пожалуйста, отбросьте вот эти сомнения, те, кто стесняется приехать в Болгарию. Не просто как турист. Ребята, как турист везде хорошо. Как турист вам вообще не надо, чтобы вас где-то что-то как-то понимали. Потому что вы турист, вы платите, вас все должны понять. Ну, как и в любой стране. Поеду я, не знаю, там в Австрию. Я специально для этого или в Германию не буду учить немецкий язык. Я, конечно, возьму разговорник, выучу несколько фраз, которые мне будут нужны, самое главное. А в остальном мне не нужно. Турист пришел, карточку дал, такси вызвал, в ресторане заплатил. Чего еще тут надо-то понимать? Приехали буквально там на несколько каких-то дней. Здесь, если мы живем, ну здесь все хорошо. Поэтому и на самом деле, наверное, русскоязычные люди все-таки выбирают Болгарию в очень большом факторе, что более проще здесь жить и будет более простое понимание вами в отношениях с людьми. Вы, например, берете строителя, но тут немножко посложнее, тут нужен Google переводчик. Знакомьтесь с болгарами. У меня есть несколько хороших, приятных товарищей болгар, с которыми я разговариваю по телефону достаточно часто. Мы все время мешаем слова. Я пытаюсь по-болгарски, он пытается по-русски. В итоге мы все понимаем и улыбаемся. Любому болгарину приятно, ребята, когда вы приехали в страну и сразу начинаете пытаться, по крайней мере, пытаться понять культуру, понять общество, понять ментальность этой страны, куда вы приехали. Это очень приятно, это очень уважительно. И тогда в любой стране вам везде будет хорошо. С вами везде будут в прекрасных отношениях. И самый главный фактор, я еще больше хочу сказать, пожалуйста, не пытайтесь, когда вы сюда приезжаете, в Болгарию, не пытайтесь здесь навязать свою культуру, свои эмоции, свои правила вашей страны. Пожалуйста, не нужно вас просто, в лучшем случае, вас не поймут, в худшем случае на вас будут обижаться. Но обижаться здесь, в Болгарии, на вас будут по-доброму, не агрессивно. В лучшем случае вот так махнут рукой, а в худшем, ну, посмотрят как-то косо, развернутся и уйдут. В моем случае, наверное, такого никогда и не было. Потому что всегда, как я и говорю, ребята, улыбка, полный позитив при любом общении. Говорите друг другу, чужим людям добрые, приятные слова, вас всегда поймут на вашем языке, особенно на русском. Поэтому здесь к русскоязычным, неважно, откуда они приехали, очень хорошее, очень доброе, такое, знаете, как в некотором роде, это какое-то иногда как родительское настроение, родительское отношение, когда болгарин расскажет вам, вот, Дима, а вот здесь, например, еду я с болгарином за рулем. Я, ну, поначалу, сейчас я уже полностью правила на кругу, правые и левые стороны, я, естественно, все знаю, но были какие-то, он говорит, Дима, вот здесь поворотник, а вот здесь вот так. Ну, я же тоже знаю правила дорожного движения, что он не учит-то? Ну, ребята, он меня учит от всего сердца, чтобы я понимал, что поворотники в Болгарии всегда нужно включать. Да, господа израильтяне, это к вам. Поворотники везде нужно включать, даже в маленьких городах, на кругах, когда нет машин. В Израиле, ну, сами понимаете, кто там включает эти поворотники. Там и по левой стороне, по правой обгоняют очень часто. Но это уже не относится сейчас к теме нашего контента. Поэтому, друзья, подведем некоторые итоги. Приезжайте в Болгарию, здесь вам будет легко с русским языком. Обязательно с первого дня начинайте учить болгарский язык. Всегда в разговоре с любым человеком. Неважно его, кто он, пусть это будет уборщица, кассир в магазине или директор банка, улыбайтесь. И всичко бде хубово. Все будет хорошо. Хубав ден. Шельхам йом наим хаварим шели. And have you a nice day, my friends. Чао-чао. Мира, здоровья и удачи вам.